Добрый день, друзья! Шоколадное печенье – одно из самых популярных лакомств. И это вполне объяснимо. Великолепный вкус шоколада мало кого оставляет равнодушным. Сегодня предлагаю сделать вкусное, ароматное песочное печенье, которое называют еще венское шоколадное сабле. Оно получается очень нежным, рассыпчатым и хрустящим. Это печенье не расплывается при выпечке и не требует охлаждения теста. Для его приготовления сперва в большую миску кладем 250 грамм размягченного сливочного масла и всыпаем к нему 100 грамм сахарной пудры. Взбиваем все до однородной массы. Чтобы сливочное масло было нужной нам консистенции, его нужно за 20-30 минут достать из холодильника и оставить на столе при комнатной температуре. Далее в другую миску просеиваем через сито 260 грамм муки и 30 грамм какао. Так как какао имеет свойство комковаться, не упускайте этот момент и тоже его обязательно просеивайте. Теперь с помощью ложки соединяем сухие ингредиенты до однородности. Моя семья очень любит домашнее печенье, и не буду скрывать, мне нравится его готовить всегда разное, новое. Поэтому у меня на канале уже большое количество всевозможных его вариантов. Все эти рецепты печенья вы найдете в плейлисте «Выпечка». Тем временем в отдельной небольшой миске взбиваем 2 белка со щепоткой соли. Белки взбиваем до крепких и устойчивых пиков. Как проверить, хорошо взбиты белки или нет, и сколько их взбивать по времени? Это очень частый вопрос, который задают мне мои зрители. Когда вы достанете венчики из миски, белки не должны осесть, и даже при переворачивании посуды они должны держать форму. Ну а время взбивания напрямую зависит от вашего миксера. Я взбиваю минуту 10. Теперь в масляную смесь добавляем сухие ингредиенты. Сперва перемешиваем массу лопаткой, затем продолжаем работу миксером. Таким образом мука у вас не будет пылить в разные стороны. И нам остается лишь добавить в тесто взбитые белки. Аккуратными движениями снизу вверх перемешиваем массу, и ароматное шоколадное тесто для печенья готово. По консистенции тесто получается довольно густое. Сегодня я вам покажу два варианта отсаживания печенья. Первый при помощи рифленой насадки и кондитерского мешка. Перекладываем небольшую часть теста в мешок. Не кладите сразу все или много. Тесто на печенье очень плотное и густое, не такое как крем. А небольшими порциями его отсаживать очень легко и просто. Проталкиваем тесто вперед, чтобы избавиться от воздушных пузырьков, и отсаживаем его вот такими зигзагообразными линиями на противень, застеленный пергаментной бумагой. Посмотрите, как получается красиво и симпатично. Теперь ставим выпекаться печенье в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10-12 минут. При выпечке печенье увеличивается в размере, но не растекается. Достаем его из духовки и даем полностью остыть. При остывании печенье не перекладываем на другую поверхность, а даем остыть именно на противне, так как горячее оно очень хрупкое. Следующую партию печенья я буду отсаживать при помощи вот такого кондитерского пистолета от фирмы Тискома. В набор входит достаточное количество насадок, я сегодня буду использовать 2. Давайте начнем с рифленой насадки. Перекладываем тесто в пистолет, заполнять его можно полностью.
Закручиваем и отсаживаем тесто на противень. Это делается очень легко. Нажимаем на рукоятку кондитерского пистолета, проталкиваем тесто вперед, и оно выходит через отверстие насадки в виде широкой рифленой полоски. Следующую насадку я взяла насадку цветочек. Отсаживаем тесто на противень и получаем вот такую красоту. Отправляем выпекаться в духовку при той же температуре 10-12 минут. Хранить печенье можно примерно неделю в закрытой коробке или контейнере, но мы его съедаем за 2 дня. Пробуйте приготовить и чаще радуйте свою семью вкусной домашней выпечкой. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».